Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с Юрием Воскресенским, экспертом из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Юрий, начать наш разговор я предлагаю все-таки с этого энергетического перемирия. Тревог нет, ночь, тревог нет. Дроны одинокие, бьют по конкретным логистическим узлам, но инфраструктуру энергетики не трогают. И вы знаете, тут какой-то даже вот настороженность и какое-то напряжение возникает по этому поводу. Почему? Потому что за это же перемирие отвечает Трамп. Трамп, который может позвонить Путину, попросить вежливо. Как это? Помните в детстве? Волшебное слово «пожалуйста». Ну и, видите, работает. Очень нетипичная история для этой войны, но нужно отметить. Ровно неделю назад мы с вами говорили, и вы, прямо об этом сказали, что, в общем, максимум, да, что может достичь Абу-Даби, это вот это. Какие-то пророческие слова получились. Как оцениваете обстоятельства, в которых сейчас создано это перемирие, ну и, собственно, сам процесс, потому что удары серьезные по Украине. Там Укрзалізницю, железную дорогу лупят, трассы как бы перекрывают этими дронами, то есть уже не проедет военная техника, какие-то грузовики одинокие. Мы очень много можем сделать выводов по поводу того, как снабжается украинская армия, когда условно там не эшелоны, не какие-то, один грузовик, так сказать, проехал, но его вычислили с помощью дрона на Старлинке со стороны России и, в общем, уничтожили со стороны там, да, вот, Днепропетровской области. И мы понимаем, что там можно долго рассказывать о том, что с Илоном Маском Федоров поговорил, но это совершенно другой подход к проведению, так сказать, операций. И по большому счету, если они смогли вот так вот с помощью волшебного слова «пожалуйста» договориться о перемирии, вот таком, которое мы сейчас наблюдаем, они могут так и о мире договориться, разве нет? Это будет чуть сложнее, но вы действительно правы, что неделю назад мы обсуждали этот вариант и пришли к такому выводу, что единственное, на что могут пойти, это на энергетическое перемирие, и это было бы разумно с обеих сторон. Несмотря на то, что этот тезис вызвал неприятие большей части наших слушателей, которые все-таки предпочитают, значит, чтобы ситуация двигалась к полному уничтожению нацистского украинского режима, как они пишут в комментариях. Дело в том, что такие удары к полному уничтожению приводят в меньшей степени, а к большей степени они приводят к мучению гражданского населения. А с учетом, значит, фундаментальных слов президента Российской Федерации, закрепленных в статье об одном народе, о трех ветвях одного народа, это как-то странно, что одна ветвь уничтожает другую. Поэтому я пойду против тренда, против наших уважаемых комментаторов, которые, некоторые из них, которые являются представителями украинского ИПСО, но просто изображают из себя ура-патриотов. Друзья, гражданское население не должно страдать в такой мере, в которой оно страдает сейчас. В Киеве полным-полно бывших советских пенсионеров, бывших советских военнослужащих. Это фактически наши русские старики. Зеленский в своем бункере имеет и свет, несмотря на то, что он его иногда выключает для позирования и фотокорреспондентов, и газ, и воду, и еду. Вы должны это понимать. И это понял и президент Российской Федерации. Почему он пошел, многих это тоже возмутило, почему вот он пошел на это после звонка Дональда. Друзья, дело в том, что надо все рассматривать в более широком, глобальном смысле. Идет очень сложная игра по всем направлениям. Это не только театр военных действий в Украине.
это вопросы, связанные с танкерами. А вы видели, что танкеры отпустили, и моряков отпустили? А может, это, значит, такой респект в ответ на то, что президент России пошел навстречу Дональду. То есть, понимаете, мы всю эту игру Респект большую... отдельно. Они прям сидели Да. и прям сидели удивлялись вместе с Виткофом. И говорит, мы были поражены, мы такие вот предложили, они не ждали позитивного ответа от Путина, а Путин раз и дает, говорит, ну хорошо, мы воздержимся на, опять, ну тут тоже сейчас гадают, это на 7 дней, как транслирует Зеленский, или вот до 1 числа, как сказал Песков вчера. Ну, я думаю, что все-таки слова Пескова имеют больший вес, чем Зеленский. Хотя, если мы вспомним реплику Путина, который высказался о своем пресс-секретаре однажды, говорит, Дмитрий Сергеевич иногда такое скажет, что уши вянут. Ну, примерно так это звучало. Но дело в том, что если мы дальше развиваем эту тему, на что дальше могут пойти стороны, используя услуги посредников или не используя их, ну, дальше мы, значит, втыкаемся в стену непонимания, абсолютного непонимания. Потому что украинский режим все никак не поймет, что даже территориальное приобретение, новые территориальные реальности – это не самое главное в специальной военной операции. И Россия, и Беларусь, мы выступаем здесь абсолютно с единой политикой и позицией, мы требуем денацификации и демилитаризации. Дело в том, что сейчас 10-15% вот этих селюков и примкнувших к ним коррупционеров из квартала 95, как бы не избитой звучала эта фраза, но это факт. Они держат в заложниках все гражданское население Украины. Понимаете, вот эти 10-15 процентов нацистских отморозков издеваются над всей страной, над всем народом. Поэтому что толку, если российская армия выйдет на границы Донецкой, Запорожской, Херсонской? Это мы обсуждали. Я еще раз повторяю, никто дарить Запорожье и Херсон не будет. Все, надо было думать головой, когда обманывали в Стамбуле. Но даже если мы присоединим или громада Харьковской области изъявит желание вступить в Российскую Федерацию, Николаевщины, Одессы, других русских городов, это ничего принципиально не изменит, пока будет режим, угрожающий всему человечеству, сидеть в Киеве. Ну, вы, конечно, маханули. Подождите, какому человечеству? А как? А ядерные угрозы? Это разве не угрозы человечеству? А вы что думаете, малюк, спившийся и отстраненный с должности, где-нибудь там в химлаборатории не размешивает какие-то бактерии, чтобы отравить, значит, трубопроводы и воду на территории Белгородщины? И вызвать какую-нибудь вспышку вируса. Значит, у них же нет границ. У них нет границ. Вы послушайте, люди, которые советуют обогреваться вибраторами, которые в этот мороз и в это перемирие нашли себе силы, чтобы прикатить к музею Великой Отечественной войны, то есть нашли ресурсы, технику, и скалывать буквы, эту надпись, их подвиг бессмертен, да? То есть у этих людей их имена нет бессмертия, никаких границ. не подвиг, подождите, Их это очень имена. важно. То есть это, понимаете, на фоне ада, ну, давайте так, Киев никогда не был в таком состоянии. Мы можем, вот мы же анализируем эту историю, мы же не просто с вами там, да, вот это вот сидим, эти бабушки на лавочке, да, там обсуждаем вот это, кто что сказал. Это ситуация, в которой столица Украины, Киев, мать городов русских, там, ну, город, который с вековой там историей, который пережил очень многое. То есть, опять-таки, просто понимаете, в чем дело? Нас очень сильно упростили и обнулили. Мы немножко не понимаем вообще, с чем мы имеем дело. Киев – это древнейшая столица.
Киев – это город, который, ну, есть чем гордиться, в общем, да, то есть разные были эпохи, разные были периоды, то есть человек должен относиться как не к точке на карте, а как, ну, к какому-то, какой-то ценности. И вот сейчас в этом Киеве нам говорят: покупайте кошачьи наполнители, мы вам яму выгребем, и гордятся этим. Почему? Потому что ты вот сходил на кошачий наполнитель, или, например, мы принципиально будем рыть ямы, сходил в яму, ты как бы вот свою фигу Путину показал, потому что как бы русские же или враг хочет, чтобы мы уехали из городов, а мы не уедем. Мы будем в яму ходить и в наполнитель, понимаете? И это не сочетается с величественным образом Киева, с его холмами, да, печерскими. Печерские холмы, я вам открою страшную тайну, ну, кто нас смотрит, не вам, Юрий, просто. То есть это же... Печерские холмы – это не про Новопечерские липки или какие-нибудь там элитные какие-то, ну, новостройки. Печерские холмы – это вообще как бы, ну, такая реликтовая штука. Это вот прям, это связь с историей. А мы вот сейчас просто как бы переходим какой-то процесс, ну, переступаем какой-то процесс обнуления, понимаете? И от этого очень обидно. От этого, ну, скажем так, стынет кровь в жилах. Подождите, так а что, вы ничего не можете предложить? В том-то и дело, что эта власть, этот аппарат ничего не может предложить. Сказали бы: окей, да, мы воюем, все, держитесь, но мы там под землей какие-то там пустим, трубы, кабели, что-то, сейчас. Ну, успокойте, поговорите по-другому с этими советскими стариками, которые мрут в этом холоде. Вот именно и в этом заключается камень преткновения, что с нынешним политическим классом Украины, который состоит из отмороженных нацистов, бандеровцев и вот этого варья, всех этих Ермаков, Миндичей, Зеленских, невозможно ни о чем договариваться. Поэтому, кроме энергетического перемирия, ну, может, можно какие-то локальные еще моменты обсудить и прийти к общему пониманию. Но эти моменты, они не будут основополагающими в заключении мира. А ведь нам нужен мир. Почему нам нужен мир? Мы об этом все время говорим. Значит, несмотря на то, что тоже часть наших уважаемых комментаторов, кстати, спасибо вам за ваше мнение, потому что истина в этом обсуждении вырабатывается, они говорят: добивать до конца. Так, чтобы добивать до конца, надо эффективно работать. Война должна быть молниеносной, как писал Сунь Цзы. Поэтому мы, например, в Беларуси не поняли, что было в Стамбуле, тогда еще, в первом Стамбуле. Если русские войска уже стояли, значит, в Оболоне, у Киева, как и обещали, за 3 дня, так кому эти вопросы задавать? Нам, аналитикам? Или, может, вас перенаправить на Старую площадь? Вот туда и задавайте свои вопросы. То же самое, все 4 года войны, значит, представители аналитического сообщества, военкоры, русские телеграм-каналы писали: когда вы начнете, значит, выносить инфраструктуру нацистского режима? Почему за 4 года она не выносится? Значит, знаете, что нам отвечали, в том числе в закрытых дипломатических группах? А там же наши люди, там же наши старики, там же наши, значит, мужики, женщины. Они же все в заложниках у нацистов. Потом начали, наконец-то, выносить инфраструктуру. Это правильно, но это нужно было делать с первого дня войны, и у России была все эти 4 года такая возможность. Мы говорим на этих закрытых совещаниях: так там же старики, там же наши люди. Вы не понимаете, нацистский режим должен погрузиться в состояние хаоса. Ну хорошо, почему? Мы обсуждаем в таких закрытых встречах, чтобы не давать вот какие-то поводы для непонимания и критики вот в это военное время нашим врагам. Чтобы в одном знаменателе, да, значит, работать по украинскому кейсу. Мы
Сейчас проходит 7 дней, уже опять перемирие. И причем по просьбе Трампа. Естественно, мы задали вопрос. Так подождите, они говорят, что надо убивать 50 тысяч русских в месяц. Ну, русских имеется в виду и русских, и армян, и чеченцев, татар, башкир, якутов, калмыков, даргинцев. Все 190 народов, которые воюют в рамках СВО, значит, в рядах славной русской армии. Так подождите, мы спрашиваем. Так, а если они скажут 100 тысяч убивать, так мы на 2 недели перемирие продлим? То есть, понимаете, вопросов возникает очень много, потому что идет очень глобальная игра по перестроению мира, по формированию нового мирового порядка. И здесь вот это противостояние российско-украинское, вот этот ужасный военный конфликт, он лишь один из элементов, значит, этого противостояния. И поэтому позиция одной из сторон, которой мы выступаем союзниками и единым фронтом, она бывает непоследовательна. Вот даже смотрите, значит, ситуация по приглашению Зеленского в Кремль. Это отдельная история. Хотел Это бы вообще прям, какой, да. давайте Это отдельно тоже надо обсудить. эту тему Вот. давайте отдельно обсудим. Смотрите, Давайте, да. 3 раза посчитали, 3 раза. Путин от Путина из Москвы. Путин лично, кстати, об этом говорил единожды. Говорит, пожалуйста, пускай приезжают в Москву. Пожалуйста. 1 раз, и только после 3-го раза условно Зеленский выдает, пускай приезжает в Киев, раз не боится. Это очень и очень тяжелая на самом деле символическая история, потому что сразу там Кость Бондаренко вспомнил, как Шойгу приглашали в Мариуполь на допрос. Как процедура такая, то есть следователь должен был, там, допрос, а кто? Шойгу. Вот смотрим, да, прошло сколько лет, 10 лет условно, да, 10 плюс 12, то есть вот, пожалуйста, Шойгу в Мариуполь может спокойно приехать на допрос, и не только. То есть мы понимаем, что звать Путина в Киев, это как бы немножко ты переступаешь какую-то грань. Почему такая игра именно сейчас? Вот никто не понял, из людей думающих, опять-таки, да, понятно, что на ниве пропаганды это прям, есть где разгуляться, но никто не понял, зачем Путина звать в Киев. Вы понимаете, в чем вопрос? Что Путин-то, он же не Зеленский. Он может согласиться. И тогда это все обрушится. И тогда вот эта вся конструкция, да, вот это вот из дерьма и палок, которую там идеологически пытаются наслоить, надстроить, это все рухнет. А он скажет, хорошо. То есть, смотрите, это ведь очень важный момент. Я не говорю, что он так скажет. Понятное дело, что есть аргументы, которые Зеленскому надо ехать в Москву, а не Путину в Киев. Но гипотетически Путин, давайте, приеду. Но он приедет туда, наверное, все-таки не в том виде и формате, в котором ждет Зеленский, а как вот эти комментаторы, которые хватаются за голову и говорят, что ж ты делаешь, Зеленский, зачем ты Путина в Киев зовешь? Это точно многие люди из моего даже окружения мы обсуждаем, просто друзья, знакомые, разные люди, они говорят, ребята, это все, то есть это означает, что скоро Киев сдадут. Понимаете, Зеленский – это абсолютно неподготовленный с политической точки зрения персонаж для управления таким мощным государством, коим была Украина. И, в общем-то, результаты его правления мы видим сейчас. Это типичный представитель вот этого поколения, значит, миллениалов, поколения X, да, который выживал всю жизнь для того, чтобы заработать копейку, и, как и все мы, оказался после развала Советского Союза и социалистического лагеря на разломе эпох. Знаете, как в народе говорят, чтоб ты жил в эпоху перемен, да? Поэтому он просто не понимает, что вот Ушаков с точки зрения политической сделал колоссальную ошибку, пригласив его в Киев. Я сейчас объясню почему. И наоборот, Подожди, Ушаков?
Да, это пригласил Ушаков, помощник Путина. Смотрите, в Москву, пригласив в В Москву. Москву. Мгм. Да, извиняюсь. Значит, понимаете, это пример. Если бы он был политиком, Зеленский, он бы ухватился за эту возможность как соломинку. Как соломинку. Это примерно, знаете, я вот благодарен вам, что мы никогда не обсуждаем белорусскую оппозицию, потому что это Не-не, такие... я хотел в конце обсудить. Да? Чего Ну вы ладно, так, ну хорошо, Юрий? ладно. Но в целом... Это же прям очень интересно. Хорошо, Я прям хорошо. ждал нашей сегодняшней встречи, чтобы как бы Хорошо, хорошо. обсудить встречу Зеленского и Тихановской, спросить у вас, где Тихановский, но это позже, пожалуйста, Да, по Путину и Киеву, да. ну да, здесь получился инфоповод, и то с инициированной украинской стороной, поэтому можем обсудить. А так я никогда не обсуждаю. Почему? Потому что это такие мелкие муравьишки, ничтожные, ни на что не влияющие, ничего не понимающие, что жаль же даже эфирного времени. Это не русская позиция, интеллектуалы, хоть и ненавидящие Россию, это не украинская, значит, бандеровцы, идеологически заряженные, готовые умирать за свои идеи. Это, знаете, сброд блатных и шайка нищих. Так вот, я к чему говорю. Вот когда-то я написал книжку, да, про события 2020 года. Вот здесь вот. И все, что сейчас написал, все говорит слово в слово Колесникова и Бабарыка, вышедшие из тюрьмы. О диалоге, о необходимости сохранения независимости, суверенитета Беларуси, гражданского, значит, мира. Только им это 5 лет. Мне это 5 дней хватило тогда, значит, в 2020 году, а им надо было 5 лет. Так вот, Зеленский это из той же породы. Дело в том, что Ушаков допустил грубейшую ошибку, я не боюсь этого сказать в эфире, потому что он пригласил Зеленского, того самого, полномочия которого закончились в мае 2024 года. Если вы на всех каналах говорите о том, что его полномочия закончились, что это человек фрик, так чего вы его приглашаете в Москву? Вы что, с дуба рухнули? Слава богу, я посмотрел и по реакциям, и по комментариям. Все, значит, реакции, все комментарии, ну, 90% наших, значит, русских братьев, они все негативные. Потому что вы тогда перестраиваете пропаганду. Мы же почти 2 года слышим, что Зеленский нелегитимен. Так почему Зеленского приглашают, а не Александра Шелеста? Или Дудкина пусть пригласят от имени Украины, подпишет какие-то документы. То есть это очень серьезный политический сбор. Арестовича можно. Можно и Арестовича с его фантастическими прогнозами. 2-3 недели ракеты, Залужный президент, а Орешник не такая уж смертельное оружие. Вот. Ну, посмеются, по крайней мере, в Кремле. Но вы приглашаете Зеленского. Это политическая ошибка. Но слава богу, что у Зеленского нет мозгов сыграть элегантно в партию. Он, наверное, и в шахматы не играет. Потому что ему надо было сразу же ехать в Кремль. Вы понимаете, как только он Так бы можно пожал Трампа, руку... смотрите, можно Трампа подтянуть под это дело. Мы Так, видим по слушайте. Трампу, вот это немножко так отклонимся, сейчас же очень серьезная накачка по Ирану. Тяжелейшая. Да. В Москву едут то секретарь нацбезопасности, то президент, причем секретарь с необъявленным визитом. То есть что-то происходит. И мы понимаем, что вот этот коннект по поводу того, что «а давайте вы не будете бить по Украине, по энергетике, морозы», а Россия говорит «да, давайте», это все не просто так. Это пазл, элемент в этой игре, то, о чем вы говорили выше, это сложной игре. Мы видим, что Трампу понравилась бы эта идея. Ну, условно, если бы вышел Зеленский и сказал «я еду в Москву», но я еду в Москву с Трампом. Я думаю, что Госдеп, Белый дом, да и Кремль накормили всех посекунчиками, понимаете? Все, это было бы не просто, ну, такая прорывная точка. Это было бы все. Это был бы такой мажорный аккорд окончания войны. Представляете? Трамп и Зеленский вместе на одном самолете смеялись бы, говорили, что Трамп типа прикрывает, чтобы Зеленского там ничего не случилось. С ним и так ничего бы не случилось, если бы он один бы поехал. Потому что Россия четко сказала, все условия для работы,
Вот ручка, бумага, интернет, что надо там. WhatsApp, я шутил у себя в шубе, WhatsApp могут разблокировать на звонки и, ну, вот это вот, там же заблокирована, ограничена эта история. Что хотите, Роскомнадзор сразу под козырек, все сразу быстро, все сделают. И ради того, что, ну, только сам факт этой встречи. И Зеленскому можно было сыграть и подтянуть Трампа. И тогда бы это был бы... И тогда уже воевать нет смысла. Понимаете? Правильно, правильно. Вот вы правильно развили эту мысль. То есть можно было ехать как одному, можно было усилить, сказать, поедем с Трампом. Если бы Трамп отказался, он бы сам себя тоже, так сказать, унизил в глазах того всего мира, которым говорил, что для меня Украина очень важна, да, и мир. То есть вот мы с вами даже здесь прекрасно понимая, не управляя странами, как можно было эффектно, значит, схватиться за эту сильнейшую политическую ошибку Ушакова. Я еще раз повторю, к тем комментариям, которые то ли по своему непониманию, то ли под видом украинских ИПСО будут говорить, да нет, что ты понимаешь. Нет, друзья, если мы говорим, что этот человек нелегитимен, все, с ним не может быть даже рукопожатий. Это хорошо, что Зеленский оказался дураком. Вот простите, представляете, он приезжает в Кремль, один или через, значит, такую схему, которую вы сказали, и жмет руку Путину. Или просто здоровается. Представляете? Все, снимаются все вопросы по легитимности. Понимаете? Мы своими руками обеспечили легитимность этому бесноватому фюреру. Вы представляете, что делается? Как можно допускать такие политические ошибки? Поэтому комментаторы пусть пишут на Старую площадь, а не нам. Может быть, война так и долго длится, потому что мы все никак не можем определиться, а чего мы хотим. То есть я понимаю, что мегафонная дипломатия это немножко не то, что принято. Но, блин, и молчание, тотальное молчание тоже непонятно. Вот мы в одном из эфиров, значит, говорили про подполье в Одессе и Николаеве. И со мной связались потом люди оттуда и говорят, а зачем нам жертвовать жизнью? А может получится, как в Харьковской области. Вы помните, что было, когда присягнули все полицейские, учителя, медики в Изюме, значит, в Лимане, в Балаклее, да, по-моему, так она называется. И что было потом? Их сбрасывали в яму убитыми, и есть эти кадры в интернете. Так если нас не хочет забрать обратно Россия, зачем нам какое-то здесь сопротивление делать? А если бы эта дурацкая, молчаливая дипломатия, и, значит, заявила уже о своих требованиях открыто, то и люди бы подтянулись в том же Николаеве, в Одессе и в Харькове. Поэтому, значит, критикуя украинских нацистов, мы должны и критиковать в том числе тех, кто допускает очень серьезные политические ошибки. И только дурость Зеленского и его упертость позволила нам сохранить, нам, это Россия, Беларусь, потому что мы союзное государство. И мы еще больше выступаем с пророссийских интересов, чем сама Россия. Вот, значит, и весь народ нас в основной массе, он пророссийский, без всякой пропаганды. Вот. И поэтому слава богу, что Зеленский отказался. Но с точки зрения, конечно, украинских национальных интересов и безопасности, это был бы фантастическая идея, особенно втянув Трампа в это дело. И особенно если Трамп бы отказался и приехать туда, в Кремль, и заявить, значит, свою позицию на весь мир. То есть, я уже не говорю, в какой бы ситуации деморализации были бы все русские военнослужащие. После такой встречи, вы представляете? И Зеленский взял и эту фантастическую возможность уничтожил. Ну, как? Я не понимаю, что в голове у этого человека. Хорошо. А что будет после 1 февраля? Ну, вот если попытаться просчитать эту диспозицию, которую мы сегодня, по поводу которой встречаемся. Орешник полетит. Новые удары. Тут же так еще совпало, знаете, погода тетка такая строптивая.
совпало, что вроде как там Зеленский говорит 7 дней, это я тоже делаю акцент, а Песков до 1 февраля, чтобы благоприятный фон переговоров создать, там 1-2 в Абу-Даби должны, если ничего не произойдет с Ираном, если действительно... Это ведь тоже очень интересная как бы такая взаимосвязь, потому что Эмираты, Абу-Даби, да, президент приезжал на неделю к Путину, Абу-Даби, да, и там очень хорошие контакты, все у них так прекрасно, понимаете, на высшем уровне имеется в виду. То есть я думаю, что вполне себе, ну, то есть если мы попытаемся, Эмираты, они завязаны тоже в истории с Ираном, это все понимают прекрасно. И Трамп как бы прет, как паровоз, но кажется, что это вот такой накат, напор, он как бы осядет в нужный момент. Иранцы тоже хороши, они отвечают на этот напор, они там то ракеты показывают, то министр иностранных дел в Турции говорит, что не-не-не, ребята, то есть с нами так не надо, давайте уважительно, отказываются от переговоров, потом говорят, мы за переговоры, в общем, идет такая игра. И вполне себе ситуация, если начнутся боевые действия в Иране, с переговорами может сорваться в Абу-Даби. Это точно. Я вам даже больше скажу, по моему личному мнению, если, например, сейчас начнется десантная операция, бомбежка Ирана, о переговорах можно забыть недели на 3 точно. Соответственно, вот эти все дедлайны по перемирию энергетическому тоже срываются. Слушайте, ну смотрите, во-первых, самое главное, еще раз подчеркнем и сартикулируем этот момент. Переговоры можно вести хоть год, хоть 2, хоть 20 лет, да, как вели переговоры там в ряде войн, например, в Корейской. Можно вести бесконечное долгое количество времени. Но если нет принципиального понимания по ряду вопросов, а их немного, пальцев одной руки хватит, то ну, это бессмысленно вести переговоры. Просто бессмысленно. Это значит, как в Беларуси говорят, марновать час. Зря тратить время. То есть есть 5 моментов. Вот первое, значит, денацификация. Распустить все нацистские формирования. Второе, ну и все эти законы отменить, да, с 2014 года. Второе, демилитаризация. Вы не будете ни в каких военных блоков, никаких, значит, военных баз не будет. Численность вооруженных сил максимум 200 тысяч. Максимум. Третье. Русский язык. Русский язык. Или, значит, выполняете 10-ю, по-моему, да, 10-я статья Конституции. Я иногда, друзья мои, оговариваюсь, потому что у нас фактически как прямой эфир, значит, идет. Поэтому вы меня сильно там в комментариях не песочите, что я там Шаламова назвал Варламовым или Шаламова перепутал с Галичем, да. Вот, поэтому и статья, по-моему, 10-я Конституции. Это третий. Четвертый момент. Церковь. Немедленно вернуть все захваченное Украинской Православной Церкви. Немедленно. И пятое. Дружественный режим в Киеве. Вот эти 5 пунктов. По какому-то пункту готовы выйти навстречу? Готовы? Ну, тогда, может, и Буданову дадут орден Дружбы Народов. Я уже не знаю, чего ждать от наших некоторых башен Кремля. Вот, значит, не готовы идти? Значит, чего вы тратите время? Вот для чего эта жвачка? Для каких-то небольших респектов, типа недельных перемирий. То есть, первый момент, Александр, в целом, если нет понимания, вот давайте просто упростим эти 5 пунктов. 5, не 20, не 28, а 5. То нет смысла переговариваться. Второй момент. Что произойдет сейчас? Слава богу, та башня в Кремле, которая, значит, считает, что надо и дальше ослаблять и погружать в состояние хаоса киевский марионеточный режим, по-моему, сейчас ее позиция возобладала. Поэтому сейчас идет накопление крылатых баллистических ракет, значит, дронов, Иране, Герберов и всех других прочих. И поэтому после 1 числа, может быть после 3, будет нанесен мощный удар. Но, допустим, мы как аналитики имеем право все-таки высказать вопросы, да, в нанесении этих ударов. Может, мы не имеем права диктовать свою волю военному и политическому
значит, руководству. Но в плане мозгового штурма, а почему бы не заняться мостами через Днепр? А почему бы не заняться туннелем, через который в Украину заходит все оружие? А почему должны страдать старики Одещины и Киева, а не Львова, откуда пошла вся эта зараза? Тернополя, Ивано-Франковска. Кстати, да, Тернополь и Ивано-Франковск же победил Зеленский. Я вот сейчас вспомнил. Только во Львове победил Порошенко. Поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, да, во всех остальных, даже в таких вот как областях западенских, победил Зеленский. Так что это говорит о том, что все-таки здравые люди там были на момент 2019 года. Но все равно вся зараза от Львова. Почему они хороводы водят, чаи пьют, а русские старики ходят в кошачьи туалеты? Это мне непонятно. Дальше. Когда мы будем работать точечно, несмотря на то, что я являюсь категорическим противником смертной казни и считаю даже Малюка и Буданова надо, значит, судить. Вот. И пусть сидят в тюрьме российской, где-нибудь в районе Салихарда или за полярным кругом за те преступления, что они совершили. Несмотря на это, есть моменты, когда, значит, надо действовать эффективно, так как действует Израиль с точки зрения его израильской. Вы представьте, человек по фамилии русской Федоров говорит, что нам надо убивать 50 тысяч людей в месяц. Где советчики наши, уважаемые комментаторы, да, вы здесь пишете, а может пора написать Бастрыкину? Где уголовное дело? Где задача по его нейтрализации? Там, где Федоров живет, должно быть черное пятно после этих слов. Понимаете? Поэтому, значит, то, что продолжится вынесение инфраструктуры, погружение в хаос, это правильно, но с точки зрения ряда аналитиков, в том числе моей, надо все-таки сместить эти акценты на более значимые военные цели. Тот же туннель, под которым из железную дорогу заходит все оружие в Украину. Вот. Но как бы кто я такой, чтобы советовать российскому военному и политическому руководству? Главное то, что в итоге цель-то у нас одна, чтобы цели специальной военной операции были выполнены. А если мы будем продолжать спустя 4 года войны жевать жвачку и ублажать нашего председателя Совета мира бесконечно, как ублажали его на острове Эпштейна, вот, то это ни к чему хорошему не приведет. Кстати, вот многие говорят, что и объясняют вот эту фантастическую, значит, активность на внешнем контуре господина Трампа, вот этой всей ситуации с Эпштейном, чтобы отвести внимание. Вот смотрите, вчера опубликовали опять новую партию, да, значит, 3 миллиона там страниц, 180 тысяч фото, 2000 видео. То, что там написано, я даже в эфире не буду, значит, озвучивать. То, что написано там с именами Трампа по заявлению свидетелей. Если это, конечно, не лжесвидетельство, это волосы дымом встают. Если это действительно правда, тогда теперь понятна его бурная активность на венесуэльском направлении, Кубе, Иране и так далее. По Ирану, если хотите, мы можем поговорить отдельно. Я готов ответить на все вопросы по Ирану. Нет, тут главный вопрос, пойдет ли Трамп на атаку, понимаете? Потому что, с одной стороны, момент упущен, но примерно похожая же история была с Венесуэлой. Помните, они долго топтались там возле... Ну, бомбили суда, вот эти лодки, груженные чем-то. Но долго, это прям очень долго было. Была вот эта подготовка, а потом в один момент раз и украли Мадуро. Ну, я думаю, вряд ли получится украсть Аятоллу при всех там, при всем уважении к дискобамбулятору вот этому, который анонсирует Трамп и говорит, Да, вот мы... да. Ну, или как пиарит, да, Трамп о том, что это какое-то супероружие. При всем уважении к супероружию, простите, но там вряд ли получится. Я просто, смотрите, как хочу поставить вопрос. Видно, что это как бы часть, пазл большой картины. Перемирие в Украине, ситуация вокруг Ирана, Эпштейн, которого вы вспомнили, и
новые файлы Эпштейна. Там же тоже, если так разобраться, дальше можно углубиться в противостояние, чуть ли не гражданскую войну с этими миграционными полицейскими внутри Америки. Но, с другой стороны, есть позитивный сигнал. Да, то есть шатдаун вроде как отменяется, нормально они встретились с министрами, то есть есть и рычаги на демократов, и у демократов есть рычаги, то есть внутри как бы при всех там таких больших проблемах политика работает. Ну, то есть политика работает. Политика – это то слово, которое там украинцы уже забыли, потому что ну, ее нет. Да? А там как бы все равно есть какой-то, ну, скажем так, баланс, противостояние. Поэтому ситуация, тут главный вопрос. Давайте вот эту ветку сценариев рассмотрим. Условно, Трамп атакует или Трамп не атакует Иран? Что это будет означать для Украины, как вы думаете? Значит, для Украины это будет означать абсолютно понятно смещение, значит, в сторону ближневосточного вектора. Соответственно, если они тронут Иран, вы представляете, что там начнется. То есть, если они попытаются погрузить Иран в хаос, то первые, так сказать, пострадавшие, если брать государства, будут страны Персидского залива. И очень зря эти персидские монархии сейчас подстрекают или соглашаются с действиями Трампа, отдельные монархии, по поводу вот этой авантюры. Конечно, вот эта авианосная группа, которая туда пришла, авианосец, вы понимаете, что сопровождает всегда порядка 10-15 кораблей, там эсминцы, крейсеры, подводные лодки часто, одна или две, да, то есть окружают его. Это очень серьезная мощь. Чтобы вы понимали, потому что некоторые вот у нас пишут, значит, комментаторы, что, дескать, да, мы этот авианосец дроны туда или бэки направим. Значит, военное командование советское еще как-то посчитало, что может потопить авианосец. И, значит, итоговый расчет был такой. Его вероятность 70-80%, что может потопить в результате атаки 2 авиационных полков. 2 авиационных полка – это, наверное, ну, 6-8 эскадриль самолетов. Наверное, под 70-80 самолетов одновременно атакующих. При этом от этих 2 авиационных полков не останется практически ничего. Вот, чтобы вы понимали, сколько надо сил и средств задействовано, чтобы потопить авианосец. Потому что там же не, ну, все окружено, все защищено, боекомплекты, вся основная масса, они находятся на смежных кораблях. Таким образом, Иран не в состоянии потопить и уничтожить эту... И нет, смотрите, тут же не в этом дело. Иран в состоянии очень мощно ответить. Вот, это мы продолжаем. Мы сначала берем вот эту точку конфликта. Они же там вот эту АУК, так называемую, сосредоточили. Авианосная ударная группа. Вот она там находится в Персидском заливе, нацеленная на Иран. Трамп попробует давить на Иран, но Иран это не латиносы, это не та страна, на которую можно давить. И иранский народ не позволит им выкрасть Хаминеи. Более того, как всегда, значит, народы, которые идеологически заряжены, они сплачиваются вокруг своего лидера. Вот в таких сложных временах. Поэтому найти каких-то предателей будет сложно. Потому что, вот вы вспомнили этот дискобальбулятор. Ну, слушайте, конечно, это чушь. Обычная дымовая завеса. Не было там никакого дискобальбулятора. Это было обычное использование совета отца Александра Македонского. Да? Филиппа Македонского II. Осел, груженный золотом, берет любые крепости. Вот и все, что там было. Предательство в чистом воды. Поэтому рассказы про какое-то супероружие – это такие же рассказы, как рост небывалой американской экономики при Трампе. Да, значит, оказывается, он доложил о небывалом росте,
Всемирный банк показал цифры, да, рост есть. Но если при Байдене каждый год рост был на 2,8, 2,9%, то при Трампе он упал на 2. Поэтому это вот из этой же серии. Или о невероятно высокой занятости в американской промышленности. Пришли данные, оказывается, в 2025 году число занятых в американской промышленности сократилось на 65 тысяч человек. Понимаете? Это вот все из этой области. Или из области, значит, небывалых поступлений от тарифов, которыми Трамп обложил весь мир. Они-то и небывалые, но представители немецкого Киел-института, экономисты, посчитали, что 96 центов из $1 тарифов оплачивают из своего кармана американцы. То есть, понимаете, любой тезис берешь нашего председателя Совета мира, а за ним ничего, труха. Но продолжаем дальше. Вероятность то, что они ударят по Ирану, очень серьезная. Во-первых, надо отвлечь внимание от второй порции, значит, файлов Эпштейна с шокирующими, просто шокирующими, которые даже не подлежат цитатами в эфире, с моей точки зрения, обвинениями в адрес Трампа. Значит, второе. Ну, кому надо, в интернете найдут. Что он там щупал, трогал и как тестировал молодых девочек. Если это, конечно, правда. Будем ждать подачу в суд, значит, иска от Трампа. Но почему-то часть этих файлов через час пропала с сайта Министерства юстиции США. Да. Вместо того, чтобы подать в суд и обогатиться на вранье. Правда ведь? Вот, значит, первое, увести внимание от Эпштейна. Второе, поднять рейтинг, который снова упал. Мадуро кратковременно 2-3% дал, после этого опять падение. Прежде всего из-за инфляции. Он, правда, сказал, невероятно низкая инфляция, за всю историю такой не было. Ну, естественно, как вы понимаете, из предыдущих сравнений она оказывается рекордная. Вот, значит, и цены растут, как на дрожжах. За то, что действительно невероятно, если 15 лет назад топ-20 богатейших семей Америки контролировали 3% национального богатства, сейчас они контролируют 12%. То есть 20 семей Америки контролируют 12% национального богатства. Это данные Америки. Вы представляете, да? Вот это действительно у Трампа получилось. Поэтому, скорее всего, он нанесет удар по Ирану, если Иран там что-то не подпишет, а Иран ничего подписывать не собирается. Кроме того, мы забываем, что Иран все когда-то подписал еще в бытность Трампа. Но Трамп в одностороннем порядке, по-моему, в 2018 году, да, вышел из ядерной сделки и отказался дальше вести диалог с Ираном. Поэтому фактически инициатор этой эскалации это был Трамп в его первый срок, когда он был 45-м, а не 47-м президентом. Но вопрос, что какая-то сухопутная операция, она не поможет ни увести внимание от файлов Эпштейна, ни рейтингу, потому что ее начинать никто не будет. Вы понимаете, вот вся эта дутость вот эта Трампа, она сдуется очень быстро, рано или поздно. Как только придут первые гробы с американскими солдатами. Вот как только, и Трамп это понимает, поэтому он всячески, значит, избегает прямого военного столкновения. Он делает это либо путем подкупа всего руководства, как в Венесуэле, либо путем вот санкционного давления, как на Кубу, Россию, Беларусь, Иран и другие страны. Вот, значит, вот именно так он делает. Вот, значит, как только придут первые гробы, один даже гроб, рейтинг просто рухнет. Сейчас он составляет на сегодняшний день, вот 27 января провели опрос, 39%. Это опрос, проведенный... Смотрите, тут как бы рейтинг рейтингами, но мы же понимаем, что это... Я, с одной стороны, с вами согласен по поводу Эпштейна, внимания, ну, этих подробностей, там, исчезнувшие какие-то опять файлы, тем более, что там они тоже были закрашены. Ну, закрашены. То есть, это такая очень такая
они понимают, все спрашивают, подождите, а как они вообще появились? Так поэтому и появились. У нас же есть определенные свидетели выборов в США, которые, ну, такие прям важные для всего мира, такие прям важные. Извините, но война в Украине, помните вот эта публикация, это 15 мая американцы побарахтаются, да, по Украине, а потом, если что, с гордо поднятым забралом и головой уйдут вдаль. И оставайтесь тут со своими европейцами, со своими вот этими, да, вот этим всем, как бы, Россией, воюйте. Ну, выборы, смотрите, выборы это как? Это как вот это процедура. Ну, то есть тут интересы другого порядка замешаны. Ровно так же я бы не сравнивал файлы Эпштейна с атакой на Иран. Ну, с одной стороны, я согласен, что перебивает картинку очень, очень серьезно. С другой стороны, ну, подождите. Ну, одно дело там, ну, повоюйте с Ираном. Ну, Иран тот, который может ударить, понимаете? Крепко ударить. Поэтому страны, которые соседи Персидского залива, говорят, не суйтесь туда, не надо. Ну, давайте как-то так вот там, понакачиваем ситуацию, но давайте как-то миром разрешим. Потому что подрыв Ближнего Востока, это прям, ну, это все. То есть рухнет. И так уже да, рухнувший миропорядок, понимаете? Вот смотрите, когда подорвали Украину, разве мы могли подумать, что число жертв, убитых, раненых, искалеченных превысит 1 миллион человек? Да. Если они подорвут Иран, это умножайте смело на 3-5 за счет горячности тамошнего населения и смежных государств. Это будет просто катастрофа. Но Трамп же, я говорю, не только Эпштейна, да, понятно, что это глупость, что только из Эпштейна он собирается там ударить по Ирану. У него вопрос, значит, развернуться в полной мере к ноябрю, потому что в ноябре, если верить опросам, сейчас его антирейтинг уже, разрыв между одобрением и неодобрением отрицательный, уже 15%. Это я беру трампистские ресурсы, Fox. Если мы берем CNN, там разрыв доходит до 30%. Но хорошо, возьмем за основу Fox и Fox News, вот эти все ресурсы. И понимаете, в ноябре, почему он так суетится? Расплата будет страшной. Просто страшной. Там уже у всех, значит, живот урчит, у всех и демократов, и части республиканцев, и части колеблющихся людей, которые после двойных убийств в Миннеаполисе, в Миннесоте, да, они пересмотрели свое отношение к Трампу. И вот он кидается в этот кризис, ничего. Берет Мадуру, никакого эффекта. На Кубу наезжает, ничего. Гренландию, ничего по рейтингу. А рейтинг падает. Понимаете? И он думает, что, может быть, сейчас разберется с этими хлопцами в челмах. Но это будет начало его политического, в том числе, конца. Потому что как бы он ни забалтывал и не рассказывал, что он остановил 8 войн, ну и мы, иронизируя, подыгрывали ему в этом. Но на самом-то деле он проводит милитаристскую политику такую, которую даже Байден не проводил. Да, Я это хочу прям сказать, видно. да, Да. что даже Байден не вводил санкции против Северного потока-2. Когда Трамп, значит, ввел санкции, и оставалось там 7% его достроить, он был на 92,5% построен. Байден потом дал возможность его спокойно достроить, ввести в эксплуатацию, ну, правда, по ним газ не пошел. И он говорил, что ну, не имеет смысла при таком процентовке, значит, препятствовать. А смотрите, как Трамп препятствует, значит, развитию свободного вот этого северного морского пути и, значит, покушается на свободное судоходство. Вот. Поэтому мы, конечно, будем играть с ним, значит, в эту лапту, да, обнимая друг друга, хохоча, кто кого, значит, переборет. Но в целом эта политика не направлена на мирное урегулирование. Да, Юрий, я хотел бы, чтобы точку поставить в нашем разговоре, очень важный вопрос задать. А какие глобальные цели преследует Зеленский, наезжая на Беларусь, встречаясь с Тихановской,
говоря о том, что, ну, сравнивать белорусский народ со шпицем Лукашенко, кажется, что до какой-то степени, ну, первая, по крайней мере, кульминация вот этого, да, вот она вот уже пройдена. Давос, потом Вильнюс, а, непонятен посыл. Смотрите, Лукашенко, условно, да, он тоже специфический политик. Ну, давайте откровенно. Он и сказать может, и ляпнуть может, и все, что хочешь, может. То есть у него куча мемов с его участием. Он, ну, как бы такой, достаточно в этом отношении, как это, плодовитый. Вот недавно, 2 дня назад, говорит, красавицы белорусские, давайте в зубы лопаты, в общем, чистить снег, мороз, снега, да, то есть давайте, как бы, и это поможет вашей красоте, ну, сохранит молодость. И все тоже как бы посмотрели на это видео, ну, тоже кто улыбнулся, кто смеется, кто подтрунивает, в зависимости от отношения к Лукашенко. Но если Лукашенко возьмется и прям действительно будет помогать по полной программе фронту и превратит границу Беларуси и Украины в продолжение фронта, горячий, холодный или воздушная, да, компонента ударов, ну, это же как бы это зарыть себя. Плюс еще 1000 километров, ну, я гипотетически, условно, фронта, ну, Украина не выгребет, но Лукашенко активно провоцируется Зеленским, активно. И вот это даже история, что мы теперь будем иметь спецпредставителя для работы с белорусской оппозицией. Это выходит, Сибига говорит. То есть, смотрите, вы же видите, то есть, там, сторонились всегда хороших русских. То их, понятно, их много на каналах, их много там везде, но все равно как бы сторонились, да, немножко так поодаль держались. А белорусскую оппозицию прям приголубили, к сердцу прижимают. Мотив какой? Вы знаете, абсолютно понятно, что Зеленский действует в рамках определенного плана, который, видно, начерчен где-то в Лондоне или, может быть, даже в Вашингтоне, но представителями Демократической партии. Зеленский, как и все они, ждут ноября. 3 ноября 2026 года, чтобы Трамп претерпел сокрушительное поражение, и тогда они развернулись во всю мощь. Значит, мы, и не только мы, через одного ваших приглашенных гостей говорят, что политическая и физическая жизнь Зеленского зависит от продолжения войны. Как только вот он подпишет, вот даже представьте, он подписывает мирное соглашение, значит, включающее территориальные уступки. Сразу первый вопрос. Так зачем ты это начинал? Так зачем мы положили 1 000 000 хлопцев? Да его убьют просто, сами же украинцы, разорвут, как тузик грелку. Поэтому он это прекрасно понимает. Второй момент – это экономическая составляющая. Зеленский хочет стать тоже украинским миллиардером. Что он хуже своего хозяина, бывшего Коломойского или Ахметова? А может, он уже и стал миллиардером, но хочет укрепить состояние. Поэтому вы понимаете, сколько идет денег, в том числе кэшевых денег. По-моему, Саманта Пауэр, да, в интервью Вовану и Лексусу рассказала, что там по $1,5 в месяц они привозили кэшем. Да и эти пачки, которые нашли у Миндича, они же даже не приходаны, вы видели, банком. Они напрямую получены с Федеральной резервной системы США. То есть колоссальные деньги, колоссальное состояние делает вся банда Зеленского на всем, что связано, например, с производством ракет и дронов. На одном фламинго уже человек 10 стали мультимиллионерами. Вот. Поэтому им война – это мать родная. Значит, война сейчас почему-то затухает. Затухает, он предполагает, и украинское политическое руководство. Если, не дай бог, начнется Иран, они вообще переключат с нас, значит, свой акцент. Ну, это они так сидят, рассуждают, да, на банках. Надо кого-то втянуть. Так Надо а зачем Тихановская? Так вот, а зачем Тихановская? А затем, что и в Кремль не поехал, потому что мозгов нет.
То есть, если ты хочешь изнутри шатнуть, тебе Надо надо... было Тихановского звать. Да, это еще веселее. Но у этих людей рейтинг, 3% это от силы. Все, они дискредитировались, обнулились. Тихановский очень рейтинг. Вот. Вы что? Он так бьет по лукашизму. Вообще, ну это на берегу океана. Пробежка у него. То есть я бы Да, вообще... Я да, да. пожалел, что он с Тихановским не встретился, а с Ну, Тихановской. то есть это клоунада, и действительно клоунада, так как у нас президент, он очень конкретный, он отвечает за слова, у него красные линии, это красные линии, а не серо-буро-малиновые, значит, как у отдельных наших союзников, при всей любви и почитании их. И мы, если будет такая провокация, будем отвечать. То есть то, что сказал Сибига, значит, это слова. Когда будут действия, значит, оставшийся технический персонал посольства Украины, значит, исполнит танец под песню «Чемодан, вокзал, Чернигов». Это будет первый момент. Да, Второй момент. Вы не забывайте, что в любой момент, вот кто-то спрашивает постоянно в комментариях, а чего ж вы, белорусы, вот не воюете? Мы воюем на трудовом фронте. Мы являемся промышленным, сельскохозяйственным, транспортным и строительным хабом для Российской Федерации. Здесь сейчас все производится. И, кстати, представьте, вот какую глупость сказал Зеленский, когда говорит, они помогают России. И поставил нам это в укор. Так а тебе 50 стран помогают. Рамштайн плюс. Ну и что? да, Это выбор нашего народа. особенно Но очень завирусились, помните, белорусские креветки, осьминоги, вот эта вся история. То есть, сейчас у нас очень высокотехнологические вещи. Вот и на базе очередного белорусского завода не, я не открыли о том, я о том, производство. что я про хаб. То есть, да, 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 то да, есть да. понятное дело, что какие креветки, осьминоги, какие там товары, конечно, и в этом ключе Да, тоже. то есть у нас и Кремль, понимаете, устраивает такая наша роль. Но если вдруг Кремль предложит открыть Черниговский фронт или Северный фронт, я уверен, что белорусское руководство согласится с этой идеей. Особенно, если недружественные действия со стороны группы Зеленского будут продолжены. Поэтому пусть он 1000 раз подумает, чем лезть вот в этот весь, простите, политический навоз. И, значит, в этом и тем более с теми фриками, над которыми смеются все. Понимаете, все. Даже Сережа тот же их сбежал в США от них и забрал детей и не общается с дамой. И хотел еще, значит, на окончание нашего эфира вот два момента обсудить. Первый момент. Еще раз говорю, что мы все-таки носители русского кода, который включает белорусский, русский, украинский. И поэтому те, кто... Я прекрасно помню, как буквально полгода назад наши, так сказать, украинские коллеги хохотали, что в Донецке, помните, ходят в целлофановые пакеты, да? Значит, как они в 2014 году хохотали, отключив Украину и Крым там от электроэнергии, потом от воды. Но мы, уважаемые друзья, комментаторы, мы другие, мы не можем смеяться над тем, что они ходят в кошачьи туалеты. Мы носители русского цивилизационного кода, мы должны держать марку. Мы поддерживаем введение Украины, украинского режима в состоянии хаоса, но есть цели более эффективные. Пусть в туалетах в Конче-Заспа ходят все, которые там особняки построили. Вот туда налетик было бы неплохо, значит, организовать. То есть давайте жалеть людей, давайте сохранять в себе человечность. К сожалению, банда Это, Зеленского будет сытой и довольной, а страдают наши русские люди. да, Второй момент. Вот спрашивают, что там у меня все время нарисовано, говорит, кто так хорошо рисует. Чтобы на позитиве закончить, вот покажу, это у меня ходит дочка в художественную школу. Вот она, значит, такое триптих нарисовала про зиму. Вот, то есть, надеюсь, зима скоро закончится. Не знаю, видно? Хорошо видно? Вот. Вот, значит, это вторая и вот третья. Надеюсь, зима скоро закончится, и мы насладимся весной, солнышком, а может быть и насладимся какими-то хорошими вестями. Ну, вдруг Зеленский в отставку подаст, да?
или, значит, его сместят представители украинского политического класса. И мы будем, значит, выйдем на мирный трек. Потому что если его не сместят, и если в ноябре проигрывает Трамп, война еще на 10 лет. Понимаете? Да, Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за то, что поделились временем и мыслями. И самое главное, я хочу это особенно подчеркнуть, ссылка будет в описании на книгу Юрия, поэтому переходите, интересуйтесь, как там можно ее получить, купить, как можно, ну, почитать. Но самое главное, что, ну, кроме вот этих всех пустых слов, вот по поводу картин, да, которые вы показали, мы немножко забыли, что главное – это гордиться детьми. Гордиться детьми. Давайте вот действительно это будет таким восклицательным знаком нашего сегодняшнего эфира, вот этот призыв. Не забывать об этом. Каждым ребенком можно гордиться. Каждый талантливый, и это нужно не просто там не стесняться, а это нужно... Вот если бы все вот так вот бы... Может, и войны никакой бы не было, если каждый бы выходил бы там с картинами, музыкальными там произведениями, еще чем-то, да. Вот это очень важный момент. Юрий, благодарю за время и мысли. Всем мира и добра. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.